Привет из Таиланда! Сейчас я нахожусь на Пхукете, в районе пляжа Карон. Сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной, посмотрим, какая здесь атмосфера. Я покажу вам пляж, туристические улицы и свой отель. И что-нибудь еще интересное. Пойдемте! Сначала поделюсь первыми впечатлениями и расскажу, какая здесь атмосфера. Сейчас начало зимы. На Пхукете установилась очень классная погода. Сейчас примерно 28-30 градусов каждый день. Причем не ощущается вообще жары. Все время дует такой легкий ветерок, который очень классно освежает. Температура воды сейчас примерно 28 градусов. Поэтому заходишь в воду в жаркий день, в разгар дня, и она тебя так освежает, остужает. В общем, очень-очень комфортно. Сейчас вот самое время сюда приезжать. Но выглядит все так, как будто здесь не сезон. Людей почти нет. Вы видите, вот я иду по пляжу, и за мной почти никого. Почти что все люди, которые есть на пляже, это тайцы, которые ловят рыбу. А туристов встречаю я здесь очень-очень редко. Русские туристы тут тоже есть. Истинные любители Таиланда сюда уже, конечно, прорвались. В предыдущем видео я рассказывала, как это сделать. Если вы тоже хотите попасть в Таиланд, посмотрите его, и вы увидите, что это не так сложно, как может показаться, когда вы об этом читаете. Я отдыхаю на пляже Карон. Он считается одним из самых красивых на Пхукете и одним из самых спокойных. Именно за это я его и выбрала. Но я, конечно, не ожидала, что он будет просто ультра спокойным. Здесь вообще почти никого нет. Хотя обычно ближе к Новому году здесь всегда много туристов, а сейчас просто вот такая вот пустота, можно сказать, весь пляж для меня. Говорят, что на Патонге уже кипит жизнь, он всегда был самым оживленным пляжем Пхукета, и говорят, что сейчас там тоже достаточно людно. Но туда я не хочу, поэтому я вам его не покажу. Возможно, я доберусь до соседнего пляжа Ката. Он тоже спокойный, как Карон, такой же красивый, и посмотрим, сколько там людей. Об этом я пока ничего не знаю, но съезжу и посмотрю. Смотрите, за моей спиной идет таец в маске, хотя это не обязательно. На пляже носить ее не обязательно. В остальных местах маску носить нужно, я это тоже соблюдаю, и, конечно же, местные тоже строго это соблюдают. Некоторые туристы позволяют себе ходить без маски, и тайцы делают им замечания. В маске нужно ездить даже на байке, иначе штраф 20 тысяч бат. Я первый раз отдыхаю на пляже Карон, и его постоянно рекомендуют за то, что он очень чистый, с прозрачной водичкой. Я приехала и убедилась, что это действительно так. Здесь очень плавный заход, поэтому если вы отдыхаете, например, с детьми, вам будет комфортно. Или если вы боитесь плавать, то вот здесь можно не переживать, потому что волн здесь нет. И вообще очень так плавненько заходишь, комфортно. Никаких камней, каких-то других подвохов. В общем, здесь все очень комфортно. Еще мне нравится, что пляж сам очень чистый, здесь никаких бумажек, никакого мусора. Ну просто вообще красота. Такой пляж, знаете, как в рекламе с картинки. Вот именно такой. Я очень рада, что я выбрала именно Карон, и что я отдыхаю здесь, особенно сейчас, когда вот он весь просто для меня. Так что приезжайте сюда обязательно. А еще по берегу бегает много крабов. И их здесь больше, чем туристов. Я прохожу песочницу в отеле Карон Принцесс 3 звезды. Он находится прямо по центру пляжа Карон, всего в паре минут. Именно за это я его и выбрала. Давайте сходим туда, и я вам его покажу. Выходишь с пляжа, переходишь дорогу, и ты уже на территории отеля. Она небольшая, но это не минус.
Сейчас покажу вам отель, в котором я прохожу песочницу на Пхукете. Обошелся он в 17 тысяч рублей на двоих за 7 ночей с завтраками. Сначала покажу вам номер, а потом прогуляемся по отелю, покажу вам еще завтрак и что тут вообще есть. Номер такой просторный, но он как бы видно, что он немножко старенький. Вообще я живу в Турции, часто бываю там в отелях, и если сравнивать с Турцией, то, конечно, кажется, что здесь ничего особенного, ничего интересного. Но в целом номер неплохой. Вот здесь большой шкаф с вешалками и полочками и бесплатным сейфом. Тумбочки, огромная, просто огромнейшая кровать. Здесь холодильник с мини-баром, вода, и пополняют ее каждый день. Ставят 2 бутылочки воды и набор чая и кофе. И еще наливают воду в чайничек. Вот здесь такой стол, ящички, тумбочки. Видно, что мебель такая не новая, но все равно приличная. Телевизор большой, но флешка в него, к сожалению, не втыкается. Я хотела сериальчики посмотреть, не получилось. Еще в номере просторный балкон с такими стульчиками. Здесь очень комфортно сидеть, отдыхать. И с балкона видно кусочек моря. И это очень приятно. Сейчас посмотрим ванную комнату. Она просторная. И в ней тоже все не новое, сантехника видно, что уже такая ей много лет, но все чистенькое зато и приятное. В целом отель мне понравился, особенно персонал, он здесь очень доброжелательный, и мне нравится, как здесь убирают, очень чисто всегда. Я записываю это видео уже не в первый день, когда я заселилась в отель, то есть успела уже пожить, посмотреть, и действительно все очень хорошо. Еще мне нравится его расположение, идти до пляжа всего минуты 2, даже может быть быстрее. И этот отель, мне кажется, за свои деньги очень-очень классный вариант, чтобы пройти песочницу или, например, для тех, кто приезжает, бросает вещи в отеле и ездит по экскурсиям. И еще здесь хороший Wi-Fi, он ловит на всей территории, и скорость хорошая. И, конечно, больше всего мне понравилось, что здесь не шумно, никаких дискотек, громких соседей или чего-то еще. В общем, в целом я довольна и отель рекомендую. А сейчас я покажу вам завтрак. Шведского стола нет. Самим можно взять только напитки и кукурузные хлопья. Приносят вот такие бумажки, на которых прописаны блюда. Здесь яйца, здесь тайская еда, есть фрукты, йогурт с фруктами. В общем, много всего. Ставишь галочки, что ты хочешь, отмечаешь, и вам потом приготовят и принесут. Завтрак с видом на море – это уже хорошо. И готовят в отеле вкусно. Сегодня взяла хэш-браун, похожий на наши драники, салат, блинчики и фрукты. Все понравилось. На территории отеля Корон Принцесс нет никаких развлечений. Зато тут тихо. И еще есть просторный бассейн с лежаками и зонтиками. А сейчас давайте немножко прогуляемся, покажу, как выглядит Корон и туристические улочки во второй половине дня. Здесь все оказалось открыто на 50%. Сувенирные лавки, рестораны, массажные салоны и другие туристические места закрыты через один. То же самое с магазинами. Рядом с моим отелем 2 супермаркета 7-Eleven. Работает только один. Но на Пхукете все не так печально, как пишут некоторые блогеры. Гораздо оживленнее, чем я ожидала. Рядом с пляжем Корон я нашла вот такие макашницы, так называются тележки, на которых продают уличную еду. Не бойтесь ее пробовать, ее едят сами тайцы и все туристы, и со всеми все в порядке. Здесь обычно готовят мясо, продают фрукты, кукурузу, шейки. В общем, все самое популярное у туристов и у местных жителей. Это нужно обязательно попробовать. В макашницах всегда хорошие цены. Например, популярное блюдо пад-тай в кафе стоит около 100 бат, а тут всего 60.
Я прогулялась по району и увидела, что даже в отдалении от пляжа есть все необходимое для туристов. И массаж, и сувениры, и пляжные товары. Цены не поднялись, такие же, как до закрытия границ. Banana pancake, my friend. Hey, banana, please. Я зашла перекусить в местный ресторанчик. Он находится неподалеку от пляжа Корон, если идти в сторону вечернего рынка. Взяла жареный рис и пад-тай с креветками. Я ни разу не пробовала ни того, ни другого, хотя в Таиланде уже не первый раз. Поэтому мне очень интересно. Рис вообще очень классный. Если бы я умела так готовить, я бы делала его каждый день. Оказывается, я люблю рис. Это прям правда вкусно. Ну вот это интересно мне больше всего. Посмотрите, какая красота. Здесь лапша, креветки, овощи, орешки. Вот это я даже не знаю, что такое. Я ожидала, что он будет острый, хотя бы чуть-чуть, а он не острый. Очень вкусно, тоже все классно сочетается, особенно мне нравится, как орешки это все дополняют. Вообще, вот эту штуку нужно пробовать в Таиланде обязательно. Мне понравилось. В общем, готовят тут вкусно. Ресторан я рекомендую. Называется Н-ресторан, и название я вам напишу под видео. А вот популярный у туристов ночной рынок на Короне закрыт. Раньше он работал 2 раза в неделю на территории буддийского храма. Я спросила у монаха, куда делся Night Market. Он ответил, что в этом году его нет и не будет. Я вернулась на пляж Корон вечером, и людей здесь особенно не прибавилось. Ну, конечно, здесь он не совсем пустой, как был утром, но сейчас в сумме здесь человек 50, наверное, мне кажется, не больше. Уже через несколько дней я улетаю с Пхукета на Самуи. Интересно, как дела там? Обязательно все сниму и покажу это вам. Впереди еще очень много интересных выпусков из Таиланда. Обязательно подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Обязательно поставьте лайк этому видео. Пока!